Hello. Мы приехали в арену, идем настраиваться, но я не буду настраиваться. Я делал все для победы, а в итоге мне нож в спину. Пошел на гейт, сел, прилетел, а багаж не прилетел. Мне сказали, что я красавчик. Всем привет, это Virtus.pro, давно не виделись. Мы летим на турнир в Риад. У нас происходит Gamers 8, очень крутой престижный чемпионат. Снимем для вас контента, медиа-день, то, как мы тут двигаемся. Впереди долгий путь. Вперед! Привет всем, ребят, прилетели в Катар, тут очень круто, я тут не в первый раз, аэропорт прикольный, в принципе очень душно, жарко, но как-то справляемся. После Аргентины, после 14-часового рейса уже не так кажется, что 5 или 6-часовой рейс какая-то сложность. Я думаю, что уже по кайфу летать по 5, по 6 часов. Но честно, я в самолете даже не спал, поспал там час, но по итогу не выспался, было тяжело уснуть, там нельзя было как-то разложиться. Да потихонечку, ночной чуть силы забирает, но ничего. Сейчас приедем, отдохнем чуть, освежимся, вечером поиграем и нормально. Если честно, турнир интересный, новый формат. Best of 1 Single Elimination на вылет. Все матчи должны быть интересными, зрелищными, мне кажется, и главное подойти к нему в фокусе. Новая страна, интересно. Первый раз Саудовская Аравия летишь? Да мы все первый раз. Не спал, надеюсь, все четко. Вроде у нас вечерний матч. Круто, новая локация, всегда интересно. Женек, ну что, как тебе айс? Да, ну что-то провалилось в меня быстро. Залетело, да? Да, хорошая. Темнее очень жарко. Когда ветер дует, как будто ты в бане сидишь, короче. И на тебя вот этой фигней махают. Есть такое? Я думаю, еще в тени находится. Не выспался, потерял багаж, приехал и жарко. Отличный турнир, Best of 1 против Изов, будем full фокус. Приехали в отель, заселились, пару часов поспали и вышли покушать. Пойдем в практику попозже. Смотрю, настроение получше состояние, да? А? Настроение, состояние получше уже, чем в полете. Конечно, конечно. Уже получше, приехали в отель, в душ сходили, помылись, мылись нормально. Как тебе отель? Отель Next Level, если честно. Наверное, это один из самых крутых отелей, который был. Он правда очень крутой. Жень, как тебе практика? Отличный практик, Глеб. С ума сойти, если честно. Есть пару минусов. Вот мониторские ножки, вот, допустим, я их не пробовал, но вот никому не нравится. И провода под ногами, но в целом все идеально. Высший пилотаж, я бы сказал даже. А мне кажется, практика не очень маленькая площадь, и компьютеры стоят нестандартно, 3 компьютера как-то напротив друг друга, им совсем удобно, нет? Не. Нормально. Но в Катовице в 500 раз хуже. Там и света нет, и меньше. Тут там комната, тут хотя бы кухня есть. Можно будет коробки от пиц ставить не под ноги себе, а хавать тут. Жек, я слышал, кикнули с фейста, да? Какие-то 4 ушлепка. Не ушлепка. Работяги? Да, работяги. С разных причем мест планеты Земля. Немец, русский, еще пару челов непонятно. Ну, по акценту я понял, что они не с одного места. Сначала они одного хейтили, потом второго, потом третьего. И в конце я их замутил, и в итоге они меня кикнули. Я делал все для победы. А когда они начали ругаться, я решил не слушать это и доиграть уже сам. А в итоге мне нож в спину.
блин, хочется сказать богатство. Пусть будет Оазис. Оазис как будто. Райское место. Сады. Черная пантера. Я последние два не смотрел, но пусть будет эффект Мандела. Черная пантера, наверное. Давай будет будка поцелуев. Да, блин, Черная пантера это слишком хайпово. Так, ну Дота по-любому, наверное. Пусть будет Fortnite. Доту точно проходил. Warcraft. Пускай будет Warcraft, я не знаю. Fortnite или Warcraft 3. Ну, блин, Warcraft как будто старая игра. Кто бы его играл? Warcraft, наверное, не проходил. Ну вот мне лично, вот я не знаю, конечно, но мне кажется, что вот у меня вопрос по Warcraft 3, потому что StarCraft проходит 100%, я знаю. А смысл тогда по Warcraft 3 проводить, турнир, если есть StarCraft? Так что я, наверное, за Warcraft 3 да, Warcraft 3. Аль-Насср. Вэль-Риад. Аль-Нас. Четвертый вариант, Аль-Насар. Давай сразу максималку 112. Ну, мне уже подсказали с этим, это 99. 99. 101 пилот. Калахари. Пускай будет Калахари. Пусть будет третий. Вот это я не знаю, если честно. Тут надо рандомить 25%. Но мне кажется, что Чивало какое-то странное название для пустыни. Давай Атакама будет. Здорово, Давид, с приездом в Риад. Привет. Как делишься? Рассказывай. Все нормально. Приехал в Риад. Великолепнейший отель. Приехали поддержать пацанов. Ну и параллельно буду чуть-чуть подснимать влоги. Попробую себя в роли ведущего, так сказать. И будем болеть за пацанов. Надеемся, что они смогут показать игру намного лучше, которая была в интернете. Сейчас мы поедем настроимся SSD. Потом медиадень, всякие фотошоты, интервьюшечки и так далее. И потом, грубо говоря, свободное время, но ребята, я надеюсь, их проведут с пользой, подготовиться к матчу, индивидуальное и так далее, потому что вчера был сложный перелет, и надо время, чтобы набраться сил и энергии. Петя, пару слов. Расскажи о своих впечатлениях. В 8 утра проснулся, чтобы поехать на медиадень. Прекрасно. Прекрасно? Твои глаза говорят по-другому, Петя. Да нет, ну, кстати, нормально поспал, просто чуть-чуть не раздуплился. Кстати, меня наебали в аэропорту на 6 тысяч рублей. Ну я не Uber заказал. Да, ой, там вообще наглый прям. Я прилетел, он мне говорит, такси, я говорю, нет, я показываю, я говорю, Uber. Он говорит, я лучше, чем Uber. И он мне говорит, ну и типа, да он прям идет за мной, преследует. Я говорю, ну ладно, давай поехали. Я говорю, у меня только карта. Он меня привез какой-то, типа, где банкоматы, я снял. Он мне говорит, 300 вот эти их валюты. Я думаю, ну, фигня, наверное. Я не знаю, как это называется. Их валюта, Ну, саудов, короче, валюты. Я ввожу 300, точнее, я снял 500, это 13 тысяч. А я дал 300, то есть это где-то, ну, 1007-6. Я думаю, ну да, минут 25. Приехали, я так понимаю, в игровую часть, что пацаны застапились. И потом едем обратно в отель на медиа. Всякие фотошотики, интервьюшечки. Колян, интервью будешь давать? Мне? Ну мне по-братски дашь интервью? Ну ладно. Сегодня ладно, утром не буду даёб. Я вчера сутки не спал. Я перед тем, как вылететь, я думаю, надо, короче, плотно фейсы добить. Я до 5 играл фейсы. Давид, я смотрел стрим. Леха, ты смотрел? Я же всегда за тобой слежу. Вот такая вот поддержка. Я единственный в команде, за кем я слежу. Вот и все. Делайте выводы. Мы приехали в арену. Идем настраиваться. Но я не буду настраиваться. Это как-то странно. Лех, пару слов по поводу арены. Нормально, Давид. Настраиваемся. Выбиваем коврик, чтобы он был ровненький.
Сколько тебе времени понадобится, чтобы настроиться? 5 минут. Мы можем обратно ехать в отель, да? Нормально. Петь, твой предикшн. Много зрителей будет? И вообще будут ли они? Мне кажется, немного будет. Я просто смотрел Dota, там мало. Ну, может, КС популярнее, чем Dota? Как будто нет, мне кажется. Ты именно в Саудовской Аравии? Не знаю, мне кажется, все равно. В любом случае, равно будет. Что ты скажешь по поводу вот этой вот ножки от монитора фейковой? Какая ножка? Ну, смотри на монитор. Это... Стой, а что ты имеешь в виду под фейковый? Ну, смотри на экран и на ножку. Ну? Ну, это не Benton монитор. О, Лёха, Так тут и написано. Ультрагир. так ты, Лёха, то есть если я тебе пока не сказал, ты бы не заметил, да? А я Глебу говорю, ну да, у нас Бенки Моники. Вот так вот, ребята. Алексей просто чуть-чуть не в фокус. А у меня плацебо тогда было, а ты все испортил. Я вчера, когда кушать ходил, там недалеко от вашего отеля есть магазин Аль-Наср. Я думал, может купить футболку Криштиану Роналду и разыграть ее. Идея неплохая, что тебя остановила. Магазин был закрыт, было поздно. Нет, меня пока еще ничего не остановило. Просто У меня идея еще неплохая. 6 крутых дней впереди, чтобы реализовать этот план. Куда мы идем? Мы идем делать фотошут. Знаете, фоткается. Так. Петя, что ты из этого сразу берешь? Конечно же, Петя берет 7-Up. Жека, как ты потерял багаж? Расскажи поподробнее, через что ты летел? Я приехал, прошел первый пункт проверки, потом пошел регистрироваться, сдал багаж. У меня его взяли, дали мне бирку. Пошел через второй пункт проверки, прошел. Ждал рейс, сел, перелетел. В Стамбуле вышел с самолета, прошел еще один пункт проверки, дождался информации о гейте, пошел на гейт, сел, прилетел, а багаж не прилетел. Ты все это время туркишем летел? Да, это было Turkish Airlines, но сегодня мне надо будет ехать опять в аэропорт, проходить один пункт проверки и забирать багаж. Может даже его растамаживать. Я когда был на медиа-дне от ВП, мне сказали, что мне вообще мейкап не нужен. Потому что у меня кожа, мне сказали, что я красавчик. Короче, ждем, пока пацаны поменяют форму и продолжат фотосессию. А пока мы сидим, вот общаемся с мистером Джеймсом Бенсом, Жека сидит в телефоне, а я сейвлю зарядку для камеры. Ну что, закончился медиадень у нас. Было время отдохнуть, перекусить, потренироваться чуть. Появилось время украсить пацанов и снять прикольные какие-нибудь видосики. Поэтому сегодня на повестке дня у меня игра «Угадай мем». Суть такая. Я зачитываю вам текст, вы должны наводящими вопросами угадать, про кого идет речь. Он повторяет это снова и снова, когда в игре происходит нечто выдающееся. Он тоже приехал на Gamers 8. Самый запоминающийся момент произошел во время ESL Pro Лиги 14 сезона. О каком идет речь и о каком мемном моменте? А 14 давно был? Да. Какой год? 20. Кейден. And Cadian, known for his clutching. Look at this. So Look at this. laser Watch this. focus, yeah. Внешность обманчива. Так можно описать этот киберспортивный мем, а покопаться в истории, то можно выяснить, что вы обнаружили синоним к харизме и животному магнетизму. Дося. Да. Это произошло не во время матча и не связано с игровыми умениями игрока. Скорее всего, с отсутствием некого умения, которым в реальной жизни наверняка...
Я тоже играл. Ладно, это было слишком легко для Жеки. Пойдем чуть-чуть по сложному. Буду задавать вопросы, 4 варианта ответа. Sims. Лерка, Женя. Ну, я тоже думаю Sims. Из-за того, что там... Покемон Go. Вообще, если честно, первый раз видел их вот в этом году, в 22-м. Так что 22-м. 2014. В 94 году правильный ответ. Один. Верик. Давай я 0 скажу, ладно. Чтоб хоть кто-то попал, если что. Правильный ответ 0. Тридцатый. 34. 26-й. Точно. 26-й, да. Ну, правильный вариант это 2034 год. Вот и заканчивается наш второй день. В целом, сегодня было много медиа. Посмотрели, где будут игры. Очень жарко. Но классный отель. Еда, все классно. Система очень жесткая будет. Поэтому надо браться с первой игры. Поэтому будем готовиться к первому матчу и надо набирать по ходу турнира. Понравился ролик? Посмотри наше предыдущее видео.